Всем привет, я Станислав Ивашкевич и сразу к делу. Мы обещали вам следить и рассказать, что случится после нашего расследования о том, как Гродно Азот обходит санкции, в том числе при помощи кошельков Александра Лукашенко. Видимся мы с вами раньше, чем я думал, потому что оказалось, что события развиваются намного стремительнее и интенсивнее, чем мы ожидали, и с более далеко идущими последствиями, чем мы думали. Сейчас я это все вам расскажу, а потом хочу с вами просуждать вообще о санкциях. Хорошо это или плохо, на самом деле, для Беларуси и белорусов. Потому что вопрос неоднозначный, и будет интересно услышать ваше мнение в комментариях. Итак, ставьте лайк, чтобы YouTube показал это видео как можно большему количеству людей, и поехали! Буквально в двух словах напомню, в чем суть расследования. Мы выявили, что санкции, введенные против Гродно Азот за репрессии против рабочих, как оказалось, очень просто обходятся. Просто создается фейковый новый производитель, на которого оформляются документы, и продукция подсанкционного, казалось бы, предприятия идет в Евросоюз. Один такой фейковый производитель – это коммунальное унитарное предприятие «Греком», во главе которого стоит такой Виктор Русак. Русак – это бывший кадровик Гродно Азот, который на выборах 2020 года возглавлял избирательную комиссию на участке, расположенном в Азотовском общежитии. По данным этой комиссии, на том участке победил тогда Александр Лукашенко. И это как раз фуры вот этого Грекома остановили активисты рабочего руху неделю назад. Я вел оттуда репортаж. Вторая цепочка обхода санкций – это вместе с литовским порталом Сиена мы раскрыли, идет по железной дороге и морем через Эмираты. Там уже задействованы так называемые кошельки Лукашенко, которых он освободил от многих налогов. Схема обхода санкций та же самая – фейковый производитель. Если вы пропустили наше видео, то посмотрите. Там мы рассказываем всю цепочку доказательств, ну и пара веселых моментов есть, например, как дозванивались фигурантам. Пользователь Биошокер Тайрус предположил, что лицо одного из них могло выглядеть вот так, когда наш Олеся Рашевич ему позвонил. Кстати, супер спасибо комментаторам под прошлым роликом Владимиру Попову и Нику Майку, которые воспользовались функцией «Супер спасибо». Если у вас есть возможность и желание поддержать нас этой функцией или через Patreon, можете это сделать. А теперь поехали. Что же случилось после публикации расследования? Уголовная служба литовской таможни ведет досудебное разбирательство по тем двум фурам, которые задержал на пограничном переходе рабочий рух. Это мы рассказали еще в понедельник. А на следующей неделе события начинают набирать обороты. Во вторник министр транспорта и связи Литвы Мариус Куодис возмущается. Что происходит, говорит. Почему я узнаю об этих схемах не от спецслужб, а от журналистов? 10 февраля наш партнер Шарунас Черняускас тайно заснял 15 вагонов с белорусскими удобрениями в Клайпедском порту. Литовская таможня быстренько арестовывает эти вагоны. А директор таможенного департамента Литвы Дариус Жиронас заявляет, что имплементация санкций требует лучших инструментов и более эффективного регулирования. Тут уже подключается Министерство иностранных дел Литвы. Статья на главном литовском портале Delfi вышла с заголовком «Литва устала ждать, хочет сама вводить санкции против тех, кто пытается их обходить». МИД вносит в парламент законопроект о дополнительных мерах против тех, кто обходит санкции. Законопроект внесен еще в прошлую пятницу. Это был последний рабочий день перед выходом нашего расследования. Откуда у них такой дар предвидения? Все просто. За 4 дня до этого Шарунас взял комментарий у министра транспорта об этом деле. Я буду обращаться в госорганы, и прокуратуру, и службу по расследованию финансовых преступлений, чтобы они разобрались, что и где. И, наконец, министр иностранных дел Голландии Вопке Хукстра выступает с призывом создать специальный орган, который будет следить за обходом санкций. Позднее, уже 23 февраля, директор криминальной службы литовской таможни Мантас Каушилас рассказал, что в ходе досудебного расследования были проведены обыски в 3 литовских городах в различных компаниях. Эти компании подозреваются в участии в теневых схемах по обходу международных санкций. Власти задержали 2 подозреваемых в причастности к совершению расследуемых преступлений. Кроме того, таможня задержала 3000 тонн карбамида, стоимость которых превышает 2 миллиона евро. Их пытались перевезти по железной дороге. Каушилас сообщил, что речь идет о том самом грузе, который мы сняли на камеру в Клайпедском порту. По его словам, владелец и менеджер, названной в нашем расследовании компании, Рогера, арестован. По версии следствия, для обхода международных санкций могла быть использована подставная компания, зарегистрированная в Беларуси и не подпадающая под санкции. Аналогичные данные озвучивались в нашем совместном расследовании с литовским расследовательским порталом Сиена. Высказалась о произошедшем, в том числе Светлана Тихановская. Она выступила на пленарном заседании Европейского экономического и социального комитета в Брюсселе, и, выступая, она предложила Евросоюзу создать рабочую группу для контроля за выполнением санкций. Почему все это крайне важно?
а потому что все проблемы с обходом санкций происходят как раз из-за того, что за их обходом некому следить. Ну, то есть, как бы есть несколько органов, которые в том числе должны это делать. Это директорат по финансовой стабильности, ФИЗМА, а также офисы по санкциям и офис по Беларуси в ЕЕАС. Это, МИД ЕС. Но, во-первых, получается, что 3 разные структуры и есть какое-то размытие ответственности. Структура немножко как лебедь, рак да щука. А во-вторых, они занимаются составлением санкционных списков. А на контроль уже у них нету ни людей достаточно, ни полномочий ясных, ни ответственности в случае пропуска ими санкционных дыр. И поэтому так важны те 2 процесса, которые запустились во вторник. Это, во-первых, что приграничные с Беларусью государства сами на себя хотят взять инициативу по введению санкций. Но главное, это, например, то, что вот Голландия начала продвигать создание отдельного полномочного органа по обходу санкций. Если все это завершится успешно, то санкционный инструмент из мелкого неудобства для того, против кого его вводят, может стать мощным и высокоточным оружием. Как получился такой глобальный эффект от расследования? Сработала акция рабочего руху, среди прочего, которая наделала шума. И то, что Шарунс Черняускас, главред Сиены, нашего партнера, взял интервью у высокопоставленных чиновников во время подготовки расследования. Публикация на нашем сайте belarusfiles.org тоже разошлась по крупным европейским СМИ, журналисты которых, в свою очередь, тегнули главу европейской дипломатии Жозепа Борреля. Но главное это то, что очередное расследование об обходе санкций наконец попало в подходящий политический момент, когда акторы международные оказались готовы принимать меры. Получится ли у европейцев создать этот орган контроля? Будем следить за развитием ситуации и держать вас в курсе. Пока что все идет в эту сторону. Но дальше у многих может возникнуть вопрос. Ну хорошо, что получилось наконец подстегнуть кое-какие процессы в этом направлении, но хорошо ли вы сделали или плохо для своих соотечественников, если контроль за санкциями действительно усилится? Вот что написали некоторые из вас под нашим прошлым видео. Ну все правильно, от происходящего должны беднеть только рядовые граждане, желательно в первую очередь средний класс, а то думать начали о том, что не положено, а барин как кушал вкусно, так и будет кушать вкусно. Что зритель понял по итогу расследования? Большие дяди как торговали, так и торгуют, а обычный люд барахтается как умеет. Блокада Беларуси не ідзе на карысць яе жыхарам. Ад прадукцыі ў Ротназот живут десятки тысяч белорусов. 50 миллионов долларов в бюджет не досчитается 9 миллионов белорусских граждан, дети, пенсионеры и так далее. Нормальная работа. А може, як зачинить кордон, то и обход санкций остановится. Вот это, кстати, и происходит сейчас, как говорит комментатор Алена Акостка. Литва и Польша тотально затормозили пограничный товарооборот с Беларусью. И то, что написал Андрей Дерик, нашло у меня лично отклик. Потому что, когда мы стояли с рабочим рухом на границе, мы, конечно, шутили насчет того, как смекалистые белорусы приезжают на машинах к очереди, которая стоит, берут спрятанные в кустах велосипеды, в том числе и детские, и здоровые мужики на них переезжают границу без очереди. Но на самом деле это, конечно, не очень смешно, а скорее унизительно для тех, кто вынужден этим заниматься. Мне лично кажется, что тут Евросоюз, а точнее Польша и Литва, пытаются найти простое решение к сложной проблеме. Вместо того, чтобы создать эффективный орган по контролю над санкциями, о котором мы говорили, они блокируют просто все подряд. Правда, мы не знаем всех подковерных причин для такого шага. Например, может быть, они хотят таким ходом ва-банк освободить журналиста Андрея Подшобута, члена Союза поляков Беларуси, которого суд в Беларуси недавно осудил на 8 лет тюрьмы. Может быть, что-то связано с Украиной. Или ответ на попытки лоббистов Минска отменить санкции против калийных удобрений. В смысле, если отмените, то, смотрите, мы все равно заблокируем весь проезд. В краткосрочной перспективе, если ставится небольшая, конкретная и реалистичная цель, такая временная радикальная мера, как блокировка или очень сильное торможение всего тотального товарооборота, может быть оправданной. Но в долгосрочной перспективе это не очень хороший инструмент, по моему мнению. Во-первых, потому что он затрагивает обычных людей больше, чем олигархов Александра Лукашенко. Ведь своих так называемых кошельков Лукашенко часто освобождает от налогов, и за счет своих суперприбыли они могут себе позволить дать круга, например, через Россию и Латвию. А мелкого предпринимателя это может лишить всей его прибыли. И во-вторых, целью санкций ведь не является изолировать от Европы все население Беларуси. Так какие же санкции могут сработать лучше,
Ну и нужны ли они вообще, мы пока не выяснили. Тут, раз уж мы взялись говорить глобально, надо разделить санкции на две большие категории. Есть одна категория – это санкции против так называемых кошельков Лукашенко. Тут, кстати, важно понимать один момент. Кошельком Лукашенко признают не каждого бизнесмена, который с ним дружит. Яркий пример тому – Александр Мошенский, владелец Санта-Бремура и Савушкина продукта. Казалось бы, куда уже придворнее бизнесмен. Он и доверенным лицом Лукашенко бывал на президентских выборах, и на инаугурации его тайной, и с языковым вопросом на этикетках молочных продуктов. Его компания поступила неоднозначно, по мнению многих белорусов. Но чего мы пока не видим у него, это понятные кормушки. Пока не видим, ключевое слово «пока». Короче, кормушка или приватизация налогов – это когда Александр Лукашенко своими специальными указами позволяет своим так называемым кошелькам, по сути, забирать деньги из бюджета без предпринимательского риска и выводить их за рубеж. Ну вот типичный пример. Дана Холдинг, которых сначала называли банкирами Милошевича, потом бизнесменами с выходом в ельцинскую администрацию, а потом и кошельками Лукашенко. Александр Лукашенко передал им бесплатно государственных земель на $1 миллиард без конкурса. Благодаря этому те получали сумасшедшую прибыль. От каждого вложенного доллара им возвращалось 5. А прибыли эти Лукашенко освободил от ряда налогов и не препятствовал вывозу денег сначала на Кипр, а потом в Арабские Эмираты. Вы скажете, да ладно, зато квартиры куда ни шло, и цена нормальная. Да, но разве, допустим, Новая Боровая намного хуже застроена? Любой застройщик при таких условиях и том же качестве, но вдобавок, если бы была конкуренция, он или опустил бы цену значительно ниже рынка, ну, то есть сегодняшнего рынка, так бы рынок опустился вместе с ним, или заплатил бы в бюджет $1 миллиард. То есть, по сути, Запад, когда вводит санкции против Дана Холдинга, против братьев Каричей, он в этом случае мешает награбленным в Беларуси деньгам раствориться у себя же на Западе. И поэтому я даже, честно говоря, не представляю, что против таких санкций могут возразить даже сторонники нынешней власти. Ведь всем понятно, что для страны плохо, когда из нее выводят наворованные миллиарды. А значит, все, что этому мешает, получается, это хорошо. Но это только что касается персональных экономических санкций. С ними все понятно. А вот с так называемыми секторальными санкциями все намного сложнее. Ну, вот как с азотом, например. Против таких санкций выступают не только сторонники действующей власти, но и часть тех, кто за демократию, против секторальных санкций. Главный аргумент против этих санкций, что они бьют по обычным людям. Ну вот, работникам Гродно-Азот, например. Ну и по бюджету. Давайте разберем аргументы сторон. Те, кто за эти санкции, говорят: Лукашенко пускает деньги на репрессивный аппарат. Чем меньше таких денег, тем меньше возможностей для репрессий. Но им в ответ возражают: даже если рассуждать, как говорите вы, то в жизни все получается, как в том анекдоте. Просто дети будут меньше есть, а папа сколько пил, столько пить и будет. Другими словами, получается, что на силовиков Лукашенко все равно денег выделит, просто больше заберет у людей. Ну, так рассуждает вот эта сторона. Сторонники санкций на это выдвигают другой аргумент. Ну и что, говорят они, что немного меньше будет чарки и шкварки. Вон наши деды, мол, во время Второй мировой сами сжигали там свои запасы в амбарах, чтобы оккупантам не досталось, ну, чтобы их ослабить. Пока власти сажают, избивают и убивают тех, кто выступает против фальсификации выборов, надо, говорят, не потерпеть экономические лишения, чтобы приблизить нормальную жизнь и освобождение тех, кого по беспределу держат в тюрьме. Это, напомню, не обязательно наш взгляд, а пересказ аргумента. Тогда особо прошаренные противники санкций берут еще глубже. Так ведь, говорят они, от этих экономических сложностей убегут в первую очередь умные и умелые работники, которые везде себе найдут работу. Если продолжить зажимать Беларусь таким образом, то в большинстве в Беларуси останутся те, которые считают, что любая беда – это лучше перемен. Ведь там мало ли что получится, и даже если их заставят работать за 100 рублей в месяц, они будут верить рассказам, что вокруг все еще хуже. Если такие люди останутся в Беларуси в большинстве, с ними жизнь в стране не скоро переменится, говорят те, кто против Лукашенко, но одновременно и против санкций. На такой глубокий аргумент у подкованных сторонников санкций тоже есть ответ. Да, утечка мозгов из-за санкций правда происходит. Мы видим это на примере IT. Некоторые фирмы вынуждены релоцироваться, и часть их работников, возможно, уже не вернутся в Беларусь.
Но если посмотреть на цифры, то мы увидим, что эта утечка не такая значительная по сравнению с той, которая происходит постоянно на общенациональном уровне, особенно последние 5 лет. И еще рождаемость падает, прежде всего из-за системного экономического застоя. И вообще, говорят сторонники санкций, чем больше мы заливаем в эту неэффективную экономику невозвратных средств, таких как калий или древесины, которые потом десятки лет выращивать, если ее вырубать без разбора, то чем дольше мы этим занимаемся, тем труднее будет выбираться из этого к нормальной экономике, когда будет шанс. Ну, для примера, у вас дырка в бензобаке и всего лишь 1 канистра бензина. Так лучше, пока не заделаешь эту дырку, бензина туда не лить, а то выльешь весь, и потом уже и починенный бак не поможет, если нечего в него заливать. В пример можно привести расследование БРЦ, которое мы упоминали в первом видео про Гродно Азот. В 2013 году Беларускалий приобрел 30% терминала сыпучих грузов БКТ в Клайпедском порту, чтобы проводить свои грузовые потоки именно через этот терминал и таким образом сократить расходы на доставку. Но в результате Беларускалий начал тратить на перевалку больше, переплачивая в разы выше рыночной стоимости фирмам, которые были подконтрольны литовским совладельцам этого терминала. Сейчас эти фирмы переключились было на обслуживание грузов с Гродно Азот, но благодаря нашему расследованию их деятельность была остановлена, а 2 работников были задержаны. Или вот крупнейшее из новых месторождений калия отдали на разработку Михаилу Гуцериеву, которого ЕС также называет кошельком Лукашенко. А тот его опосредованно заложил частично российскому Центробанку за свои долги. И вот так незаметно часть крупнейшего калийного месторождения оказалась в залоге у России в обмен на деньги на офшорном счету у Гуцериева, без всякой выгоды для белорусов. Так что, если этому не мешать, в том числе и санкциями, то же самое произойдет и с остальными национальными достояниями страны, говорят сторонники санкций. Тогда противники санкций, которые при этом ценят независимость Беларуси, достают свой последний козырь. Ладно, говорят, даже если вы и правы во всем, то в реальности, прежде чем достигнуть своих целей, вы этими санкциями добьетесь того, что заставите Лукашенко сдать Беларусь в состав России. Ну а сторонники санкций на это говорят: так Лукашенко, мол, и так почти закончил этот процесс. Просто он делает это постепенно, и люди привыкают, как лягушка, которую подогревают на медленном огне. И чем дольше Александр Лукашенко находится у власти, тем глубже он затянет Беларусь вглубь политической и экономической зависимости. И тем труднее будет оттуда выбираться после его ухода, говорят сторонники санкций. А вообще есть еще и такое мнение, что дабы понять, что быстрее произойдет от санкций, Беларусь развалится или же Лукашенко начнет выпускать политзаключенных, возможно, надо их попробовать применить по-настоящему, а не с дырками, и тогда уже рассуждать по первым итогам. Вот этому и может послужить новый орган по контролю за санкциями, о котором мы рассказывали в начале. А как вы думаете, чьи аргументы вам кажутся более убедительными? Чего мы не приняли в расчет? Напишите ваше мнение, и мы обсудим его в следующий раз, как разговор зайдет о санкциях. Большое спасибо тем комментаторам, которые написали слова поддержки. Это заряжает команду. И спасибо за ваши донаты на Патреоне. Они позволяют нам делать больше. И еще несколько комментариев. Смысл понятен. Надо, чтобы Гродно Азот стал польским или немецким. Так? Ну а потом и вся Беларусь стала польской. Это стандартный аргумент тех властей, как правило, авторитарных, которые стараются контролировать все ключевые активы в экономике. Они говорят, если будет приватизация и демократизация, то предприятия скупят империалисты и поработят страну. Полноценно на тему приватизации можем порассуждать в другой раз, если будет на это запрос в комментариях. А сейчас приведу только один пример. Японцы в свое время выкупили существенную часть Голливуда в виде нескольких крупных кинокомпаний. Columbia Pictures, например, и MGM. Если следовать такой логике, то получается, что Байденом сейчас руководит японский кукловод. Кстати, нет ничего плохого, в принципе, и в российском капитале. Единственное, насчет российской приватизации, в одну сторону некоторые экономисты опасаются, что кремлевские олигархи, когда скупят ключевые активы в Беларуси, они будут пользоваться уже своим политическим влиянием на Минск, чтобы ограничивать конкуренцию. Ну вот, собственно, довольно общеизвестный ответ на комментарий Вячеслава Пономарева. Так, было еще несколько важных комментариев, в том числе, кстати, насчет языка. Но сегодня уже и так много тем перебрали, так что обсудим в следующий раз. На этом у меня все. Я Станислав Левушкевич. До встречи.